Привет, фанаты BTS по всему миру. Что может быть удивительнее мирового айдола? Участник BTS, известный как Ким Тэхён или Ви, внезапно оказался посреди крупнейшего бейсбольного поля Америки, стадиона Доджер, чтобы сделать торжественный первый бросок в рамках исторического события. Этот вопрос теперь занимает умы миллионов поклонников по всему миру, особенно когда имя Чингука было упомянуто в различных эмоциональных реакциях после неожиданного объявления. Почему такой простой момент, как первый бросок, может заставить весь мир затаить дыхание? И что чувствует Чингук, узнав, что его друг и коллега по группе окажется в центре мирового внимания, как он никогда не мог себе представить? Официальное объявление появилось в посте на X, платформе, которая стала свидетелем как волнения, так и эмоциональной паники среди армии. Тэхён, всегда известный своим обаянием на сцене, теперь подтвержденно выйдет на питчерскую горку стадиона Доджер 25 августа. Короткое видео, на котором он репетирует свои выступления, с подписью «Это безумие», шокировало публику. Эти слова, кажется, отражают не только самого Тэхёна, но и чувства, которые сейчас разделяют миллионы его поклонников. Но за всей этой эйфорией скрывается фигура, чье имя чаще всего ассоциируется с этим моментом – Чингук. Почему реакция Чингука так ожидаема? Скрывается ли за этими эмоциями нечто большее? Стадион Доджер – это больше, чем просто спортивная арена. Это американская культурная икона, место, где часто пересекаются спортивная история, знаменитости и даже культурная дипломатия. Теперь, с приходом Тэхёна, между К-поп и американской спортивной культурой строится новый мост. Для фанатов это не просто поле, это символ того, как молодой человек из Южной Кореи, когда-то известный только своим низким голосом, выходит на совершенно другую сцену. Сообщается, что Чингук, который, как известно, очень близок с Тэхёном, тронут этой новостью. Вопрос в том, является ли это чувство просто гордостью или за ним скрывается нечто большее. Весь мир с любопытством ждет этого важного дня. Каким будет выражение лица Тэхёна, когда он выйдет на поле? Как встретят его тысячи фанатов на самом большом стадионе Лос-Анджелеса? И, самое главное, как Чингук отреагирует, увидев, как его лучший друг стал центром мирового внимания на мероприятии, столь далеком от концертной площадки? Источник, близкий к BTS, рассказал, что Чингук следил за каждым шагом Тэхёна, даже смотрел видео с его репетицией. Когда Чингука попросили прокомментировать ситуацию, он лишь улыбнулся и коротко сказал, что гордится и тронут. Слова были простыми, но глубокими. Чингук, который редко выражает свои чувства прямо, теперь не стеснялся выражать свою гордость за Тэхёна. Но за всем этим возник более важный вопрос. Был ли этот момент просто символом дружбы или знаком того, что их связь глубже, чем думает публика? Поклонники BTS давно говорили об эмоциональной связи между Чингуком и Тэхёном. Теперь, когда Тэхён вышел на мировую спортивную сцену, Чингук, казалось, стал эмоциональным свидетелем не только как коллега по сцене на музыкальном поприще, но и как брат, глубоко гордящийся достижениями своего друга. Кстати, о стадионе Доджер – эта торжественная первая подача больше, чем просто формальность. В американской бейсбольной традиции первая подача – это честь, обычно предоставляемая влиятельным деятелям, крупным знаменитостям или тем, кто имеет особое значение для общества. Когда было объявлено имя Тэхёна, стало ясно, что мир теперь видит в нем человека, который вышел за рамки кей-попа. Именно это сделало эту новость еще более эмоциональной. Молодой человек из Тэгу стал символом культурного взаимодействия Южной Кореи и Америки. Становимся ли мы свидетелями рождения новой мировой иконы, которая не ограничивается только музыкой, но и культурной дипломатией? Сам Чингук не чужд важным моментам. Он выступал на мировой сцене, от церемонии открытия чемпионата мира до потрясших мир сольных выступлений. Но на этот раз он решил остаться за кулисами и полностью поддержать Тэхёна. Поклонники видят в таком отношении Чингука признак зрелости. Несмотря на то, что он звезда мирового уровня, он без колебаний предоставляет своему лучшему другу все внимание. Многие задаются вопросом, не означает ли это, что их связь становится крепче, даже крепче, чем прежде.
25 августа – это уже не просто бейсбольный матч, это день, когда Тэхён войдет в историю на стадионе «Доджер», а Чингук станет эмоциональным свидетелем, чьей реакции с нетерпением ждет весь мир. Многие считают, что выражение лица Чингука при виде Тэхёна станет следующим вирусным моментом. Телекамеры, социальные сети и фанаты будут фиксировать каждую секунду этой реакции. Вопрос в том, сдержит ли Чингук слезы или позволит миру увидеть свои эмоции. Каждый раз, когда BTS участвует в историческом моменте, это всегда сюрприз. И на этот раз сюрпризом стало уникальное сочетание музыки и спорта. Тэхён с его спокойной харизмой и Чингук с его искренними эмоциональными реакциями создают неописуемую историю. Это только начало серии глобальных моментов с участием этих двоих. Фанаты уже гадают, сможет ли Тэхён выступить на другом крупном спортивном мероприятии после «Доджер». Может быть, Суперкубок или Олимпиада? И если это случится, станет ли Чингук снова свидетелем этого события или даже лично примет в нем участие? Остается лишь предвкушение. Каждая секунда до 25 августа наполнена любопытством, гордостью и волнением. Весь мир будет наблюдать, как Тэхён выходит на стадион «Доджер», делая первый бросок, который войдет в историю, а миллионы глаз будут ждать реакции Чингука. Тронут ли он до слез? Будет ли он ликовать с трибун? Или, может быть, он молча улыбнется, вспоминая весь долгий путь, который они прошли вместе? Одно можно сказать наверняка, этот момент больше, чем просто бросок. Это история дружбы, гордости и любви между двумя людьми, изменившими облик мировой музыки. И когда этот мяч взмывает в воздух над стадионом «Доджер», весь мир поймет, что творится история. История, которую будут помнить не только фанаты бейсбола, но и миллионы армии, ожидающие с бьющимися сердцами. Но все чаще задается вопрос, почему этот первый бросок такой особенный? Почему, когда объявляют имя Тэхёна, мир словно замирает на мгновение, а реакция Чингука становится неотъемлемой частью истории? Ответ кроется в более глубоком символизме. Первый бросок на американском бейсбольном матче – это не просто жест рукой, это культурное заявление, знак чести и момент, отражающий, кто достоин представлять события такого масштаба. Выбрав Тэхёна, стадион «Доджер» приглашает не просто звезду К-попа, но и фигуру, которая теперь находится в авангарде пересечения мировой культуры. И, конечно же, Чингук понимает, что его реакция – это не просто личная гордость за друга, а отражение долгого пути BTS как группы. Группа, когда-то считавшаяся исключительно азиатским феноменом, теперь превратилась в нечто мировое. Когда камера позже запечатлеет лицо Чингука на трибунах или за кулисами, мир увидит больше, чем просто улыбку. Мир увидит, как друг переживает волнение истории, созданной его другом. Вопрос в том, готов ли мир увидеть эмоциональную сторону Чингука, которая, возможно, никогда раньше не была так очевидна. Для армии важна каждая деталь, как Тэхён размахивает рукой, как он выражает себя, когда летит мяч, и как Чингук реагирует после подачи. Все это будет обсуждаться, анализироваться и, возможно, даже символизироваться дружбой, которую они связывают уже более 10 лет. Многие предполагали, что Тэхён и Чингук поддерживали друг друга в частном порядке до официального объявления. Неофициальные источники даже упоминали, что Чингук давал обратную связь во время репетиции Тэхёна, хотя и не публично. Если эти слухи правдивы, то участие Чингука будет гораздо глубже, чем изначально предполагалось. Это только усилит эмоциональный накал этого исторического момента. Естественно, реакция мировой общественности была не менее драматичной. СМИ в Америке, Корее и Европе освещали эту новость с громкими заголовками. Они не только говорили о выступлении Тэхёна на стадионе «Доджер», но и связали это событие с растущей тенденцией культурной дипломатии в Южной Корее. Если ранее кей-поп-драмы, фильмы и музыка служили мощными дипломатическими инструментами, то теперь спорт стал новым пространством для этой культурной экспансии. Тэхён на поле и Чингук о своих эмоциональных реакциях. Оба являются частью более масштабного повествования – о том, как BTS не только лидирует на музыкальной сцене, но и выстраивают более широкий культурный мост. Но за всем этим вниманием возникло и несколько спорных вопросов. Почему был выбран Тэхён, а не Чингук или другие участники BTS?
Была ли конкретная причина, по которой организаторы выбрали такого спокойного Ви, как более экспрессивный Чингук? Было ли это стратегией, призванной подчеркнуть элегантность и харизму Тэхёна, в то время как эмоциональная реакция Чингука была бы бонусом, добавляющим драматизму мероприятию? Или это был сигнал о том, что индивидуальная карьера Тэхёна направляется в другую глобальную плоскость, возможно, более широкую, чем просто музыка? Эти вопросы нельзя игнорировать, потому что каждый шаг BTS имеет значение. Если Тэхён прокладывает новый путь через спорт, не исключено, что Чингук вскоре последует его примеру, возможно, через более масштабное международное музыкальное сотрудничество или даже через другой культурный проект. И если они будут двигаться вперед вместе, но разными путями, мир станет свидетелем того, как их связь остается нерушимой, несмотря на расхождение карьерных устремлений. Вот где кроются истинные эмоции Чингука. Он не только гордится тем, что видит Тэхёна на стадионе «Доджер», но и глубоко тронут, осознавая, что их путь как друзей и участников группы вступает в неожиданную новую главу. Сам стадион «Доджер», казалось, был предназначен стать идеальной сценой для этого грандиозного повествования. Представьте себе тысячи кричащих фанатов, телекамеры, запечатлевшие каждую деталь, и миллионы армий по всему миру, смотрящие в прямом эфире. В одно мгновение этот момент разлетелся бы по социальным сетям, стал бы вирусным и, возможно, побил бы рекорды повторов. Каждое выражение лица Тэхёна, каждая секундная реакция Чингука были бы нарезаны на короткие клипы с кликбейтными заголовками и распространены по всему миру. И с этого момента эта эмоциональная история продолжала бы разрастаться, становясь новой легендой, которую армии никогда не забудут.